Всем привет! Сегодня у нас очень интересная тема. Мы попробуем разобраться в логике некоторых довольно известных аргументов о существовании. Посмотрим, как они устроены, какие там есть сильные и слабые стороны. В общем, будем использовать инструменты логики, чтобы проанализировать то, во что верят миллионы. Давайте начинать! И вот первый и, пожалуй, главный вопрос, который задает тон всему нашему сегодняшнему разбору. Если во что-то верит огромное количество людей, значит ли это, что оно существует на самом деле? Этот простой вопрос на самом деле лежит в основе очень многих и очень горячих споров. Чтобы понять, как мы вообще оцениваем разные утверждения, в наших источниках предлагается вот такой мысленный эксперимент. И нет, это не просто какая-то шутка, на самом деле это очень хитрый философский инструмент. Его задача — показать, что некоторые аргументы, если их довести до крайности, могут выглядеть довольно абсурдно. Это такая проверка на прочность наших собственных убеждений. Ну что ж, поехали. Первый раздел. Тут мы посмотрим на саму природу веры и на то, как количество верующих влияет, или может совсем не влияет, на правдивость их убеждений. Смотрите, тут у нас в одном ряду и Дед Мороз, и феи, и единороги, и, да, тот самый летающий макаронный монстр. Что их всех объединяет? А то, что в них верили или до сих пор верят очень многие. Но вот в чем загвоздка с точки зрения логики. Популярность идеи — это еще не доказательство ее истинности. Ну то есть, вера миллионов детей в Деда Мороза не делает его реальным, так? И вот этот же принцип нам предлагают применить и к другим верованиям. А вот это уже аргумент посерьезнее, его часто можно услышать. Суть в том, что многие гениальные ученые, люди, которые буквально создали современную науку, были глубоко верующими. Давайте посмотрим, как строится этот довод. Вот она, суть этого утверждения. Логика такая. Раз уж гений уровня Ньютона был верующим, значит, вера не просто не мешает науке, а может быть даже как-то помогает делать великие открытия. Звучит убедительно, правда? Так, а теперь давайте разберемся. С одной стороны, утверждение «вера ученых связана с их открытиями». Но вот контрдовод из источников указывает на одну важную вещь. Не надо путать корреляцию и причинно-следственную связь. Ньютон открыл свои законы не потому, что молился, а потому, что проводил сложнейшие расчеты и гениально мыслил. Его вера — это одно, а его научный метод — совсем другое. И чтобы уж совсем наглядно показать, в чем тут подвох, в источнике приводят довольно едкую аналогию. Менделеев действительно изучал спирт, это факт, но никому же не придет в голову говорить, что алкоголизм ведет к научным прорывам, верно? Вот так и здесь. Смешивать личные убеждения ученого и его научную работу — это логическая ошибка. И у этой ошибки есть свое научное название. Звучит сложно «post hoc ergo propter hoc», но идея простая. «После» не значит «вследствие». Если что-то случилось после чего-то другого, это еще не значит, что первое стало причиной второго. Это, кстати, одна из самых распространенных ошибок в рассуждениях, и ее полезно уметь замечать. Идем дальше. Сейчас будет очень интересный пример из биологии. Его обожают использовать в спорах о разумном замысле против эволюции. Речь пойдет о жирафе. Так, давайте по порядку. Иногда говорят, посмотрите на этот нерв у жирафа, какая сложная и совершенная система. Наверняка это результат разумного замысла. Но если посмотреть на анатомию, все немного странно. Нерв идет от мозга к гортани, но делает огромный крюк вниз по шее, огибает аорту и только потом возвращается наверх. Зачем? Эволюционная биология дает ответ. Это наследство от наших далеких рыбоподобных предков. У них сердце было рядом с жабрами, и путь нерва был коротким и прямым. А потом в ходе эволюции сердце уехало вниз в грудную клетку, а нерв, зацепившись за артерию, потащился за ним. Это не идеальный дизайн. Это пример того, как эволюция работает с тем, что уже есть. Такой процесс называется экзаптация. А вот сейчас мы подходим к самому, пожалуй, мощному аргументу. Он основан не на биологии или авторитетах, а на чистой математике. Речь пойдет о невероятной, просто ошеломляющей импробабилити нашего существования. Этот довод еще развивают аргументом тонкой настройки, и он бьет прямо в нашу интуицию. Но серьезно, когда смотришь на всю сложность мира, на то, как точно подогнаны все физические константы, кажется, не могло же это все возникнуть просто так, случайно. Вы только вдумайтесь в эту цифру. Это единица и 123 нуля после нее. Это число настолько огромное, что его невозможно себе представить. И вот когда сталкиваешься с такой вероятностью, интуиция просто кричит: «Так не бывает, за этим точно кто-то стоит».
И вот он, ключевой вопрос. Мы установили факт. Вероятность крайне мала. Но какой вывод из этого следует? Действительно ли переход от «очень маловероятно» к «сделано специально» единственно верный с точки зрения логики? В источнике этот логический скачок называют аргументом от неправдоподобия. По сути, это когда мы говорим «я не могу себе представить, как это могло случиться само по себе», а значит, это невозможно. Но ведь граница нашего воображения — это не границы реальности. К тому же, такой подход часто просто отбрасывает другие возможные объяснения, например, гипотезу о мультивселенной, которая как раз предлагает решение этой проблемы невероятности. А еще такая логика иллюстрирует другую идею «бог белых пятен». Проще говоря, это когда мы берем все, что наука пока не объяснила, и говорим «ага, вот тут-то и есть бог». Проблема в том, что по мере развития науки этих белых пятен становится все меньше и меньше. Ну что ж, давайте подводить итоги. Сейчас мы соберем все ключевые логические ошибки, которые обсудили, в одну простую и понятную памятку. Ну и вот, так сказать, наша шпаргалка. Во-первых, аргумент к авторитету. Ньютон верил, значит, это правда. Не работает. Во-вторых, после, значит, вследствие. Помолился и выздоровел, значит, молитва помогла. Тоже не всегда. И в-третьих, аргумент от неправдоподобия. Это так сложно, что не могло возникнуть случайно. Как мы видели, это тоже спорное утверждение. Вот 3 кита, на которых держится множество не самых строгих рассуждений. И все это подводит нас к финальной, самой главной мысли. Что со всем этим делать? Какой вывод можно сделать? И это, пожалуй, главная мысль на сегодня. Как часто мы путаем две совершенно разные вещи. Я не понимаю, как это работает, и этого не может быть в принципе. Эта ошибка путать границы собственного понимания с границами реальности встречается не только в спорах о высоком, но и в самой обычной жизни. И умение видеть эту разницу — это, наверное, и есть один из самых важных навыков для ясного мышления. Спасибо за внимание.